Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Есть ли у вас тайная поклонница? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас ситуация у вас проигрывается. Какой вы человек? Так. Знаете, вот почему-то мне сразу идет информация, что вы наделены вот какими-то вот сверхспособностями, либо же интуицией какой-то, да, у вас могли быть в жизни происходить какие-то очень такие мистические, забавные какие-то случаи, да, которые заставляли вас задуматься. Вы семейно ориентированный человек, вам очень хочется семью. На данный момент у вас рядом нет женщины, которая могла бы претендовать на роль вашей новой женщины. От той женщины, которая у вас была, вы ушли. Скорее всего, ушли сами, да, и это был такой вот, знаете, ну, справедливый поступок, да, вы взвесили. Возможно, даже некоторые из вас довольно долго терпели, да, обдумывали, уходить, не уходить, ну, потому что вы любили свою женщину, вы как-то вот, знаете, вот настолько дорожите семьей, семейными ценностями, возможно, даже это идет от воспитания вашего. Если у вас дети есть, то тоже вы и хороший отец, вы были хорошим мужем, да, ну, просто что это не оценилось, это да. Но сейчас вот вы снова хотите как бы начать жизнь с чистого листа, встретить новую женщину, но пока на данный момент я не вижу возле вас женщины, которая была бы вот именно вашей новой музой, что ли, да, вот претендовала бы на руку и сердце. У вас настолько вот скопилось, знаете, вот любви, заботы, нежности, хотя в душе вот как-то вам настолько грустно, такое ощущение, что ваши чувства, эмоции вот, ну, как будто вот замерзли, да, настолько вы их то ли подавили, то ли как-то разуверились, да, в женщинах, хотя вы, да, вы хотите семью, но как-то вот, ну, грустно вам от всего этого, от вот этой ситуации, в которой вы оказались, да, вот ситуация такого вот, ну, некоего одиночества, да, одиночества в толпе, как я его называю еще. Я не могу сказать, что вы ведете очень активный образ жизни. Скорее, вы стали более такой спокойный. Да, возможно, некоторые из вас всегда даже были такие. То есть у всех будет по-разному проигрываться, потому что это общий расклад, как вы помните. Ну, такая жизнь, знаете, вот степенная, нет каких-то вот всплеска эмоций, вот нету таких каких-то событий, когда вот хочется, ну, просто, знаете, вот, ну, прыгать от счастья, вау, кричать, да, вот свершилось, случилось. Ну, как-то все ровно так, ну, штиль так, такой вот штиль в жизни. Хотя, вот знаете, касательно дела вашего, либо же работы, вы можете быть таким живчиком, если нужно, вы так поднажмете, вы можете за троих работать, вы очень такой трудолюбивый, целеустремленный, очень такой, вы знаете, человек, который вот наметил цель, и вы будете четко идти к своей цели, да, вас уже не остановить, такой вот, ну, это очень хорошая черта характера, потому что намного хуже, когда человек быстро загорается какой-то идеей, да, вот захотел, допустим, там новым делом заняться, либо увлечение новое появилось какое-то, хобби новое. И тут же человек через короткое время перегорел, уже все, не захотелось ему дальше этим заниматься, вот, то есть быстро загорается и быстро тухнут вот эмоции именно и желания. Вы же нет, вы пока своего не добьетесь, вы будете идти вот, ну, просто напролом, да, очень такая хорошая черта, целеустремленность. Плюс еще, вот знаете, вы такой вот, ну, добряк-добряк, я бы сказала, ну, такой добряк. Вот огонек любви у вас, знаете, есть как будто вот ко всем.
Вы такой, вы знаете, вы всегда чем можете, поможете. Вы вот как солнышко, вот обычно всех как-то стараетесь обогреть, помочь, кому-то словом подсказать, кому-то делом помочь, да, там, либо же деньги одолжить. Ну, то есть, кому плохо, вы всегда помогаете. Это просто потрясающая черта, особенно в наше время. У некоторых может проигрываться, что у вас работа связана с тяжелым физическим трудом, да, ну то есть работа вас очень сильно выматывает, да, у вас, возможно, есть напарник, либо же напарница, да, вот сменщики, которые вас сменяют, да, то есть может быть такая посменная работа. Причем, знаете, вот она, возможно, раньше вам и больше нравилась эта работа, а сейчас как-то вы вот подустали. Это может быть связано и с возрастом, и может быть связано, что уже как-то, ну, знаете, как говорят, ну, силы не те уже, устали просто. Вот как-то, ну, сил уже меньше. Особенно, да, вот с возрастом, знаете, как-то сил меньше становится. Это, наверное, уже закономерность. Все-таки молодой организм– это молодой, к сожалению. Итак, смотрим. Значит, за личную жизнь я вам, да, сказала в начале, что, в принципе, сейчас я пока возле вас не вижу женщины, которая могла бы претендовать на руку и сердце, да, вот, чтобы стать вашей женой. Давайте-ка посмотрим, есть ли тайная поклонница у вас. Так, знаете, у вас даже две поклонницы, я вам хочу сказать. Причем вы стоите вот на пороге такой довольно интересной жизненной ситуации, когда ваша жизнь повернется вот именно к вам лицом. Вот знаете, как будто вот судьба будет благосклонна к вам во всех отношениях. То есть начнет налаживаться ваше финансовое положение, личная жизнь начнет налаживаться, и вы повстречаете двух женщин. Я не говорю, что это будет одновременно, что вот идете, да, и две женщины. Нет. Сначала вы с одной женщиной познакомитесь, она будет помоложе, блондинка такая, она романтичная, мечтательная такая, знаете, вот почему-то она меня с весной больше ассоциируется, вот такая легкая, веселая, какая-то воздушная, да, вот, ну, я думаю, она будет намного моложе, чем вы. Вторая женщина, с которой вы познакомитесь, она будет постарше. Ну, может, смотрите, может быть, либо она старше вот этой вот первой женщины, да, с которой познакомитесь, либо же она может даже вот быть вашего возраста или постарше, да, вот однозначно. То есть они будут двух разных возрастов абсолютно. Смотрите, вторая женщина, она тоже, скорее она будет светловолосая, да. Вот если первая женщина, она больше вот, да, она моложе, она как-то ориентирована еще на какие-то вот, ну, развлечения, да, вот куда-то бежать, вот посиделки какие-то. Но она, я бы сказала, она не очень серьезная, вот если для семейной жизни, да, брать. Вторая женщина, она будет, ну, такая вот поплотнее, наверное, фигура немного. Она и старше, и плотнее будет, да. Но я не говорю, что она толстая, нет. Она больше подходит, знаете, вот для, вот именно для семейных таких ценностей. Но смотрите, я начала рассказывать, что две женщины, да, с которыми вы встретитесь. Я специально так начала, как бы издалека немного зашла, да, потому что у нас расклад тайная поклонница. Этих женщин вы, в принципе, вы их как бы не знаете и знаете. С одной стороны, вы пересекались где-то, да, вы просто не обратили внимания на них. Это могло быть какое-то вот людное место, именно там, где много людей, где угодно. Автобус, на работе, в магазине, на улице, соседи. Ну, то есть там, где есть много людей. Не один на один вы с ними сталкивались, нет. То есть они как бы... Они обе, вот эти женщины, они отметили вас, отметили именно как мужчину, как серьезного мужчину, да, вот вы им понравились. И каждая вот мечтает по-своему.
Вы, смотрите, получается, они вас отметили, а вы, ну, как-то, может быть, просто не в настроении были, либо же задумчивы были, там, знаете, как говорят, на своей волне, о чем-то своем думали. Ну, то есть, они проскользнули мимо вас, да? Вы о своем думали и все, но они вас отметили. Это могло быть еще, кстати, не просто там где-то прошли мимо. Вы могли даже где-то, ну, парой слов перемолвиться. Ну, то есть это было такое, знаете, ну, скользящее, такое сиюминутное знакомство, очень мимолетное. Но, тем не менее, эти женщины отметили. Они отметили вот именно, знаете, вот мужскую силу вашу. Вот я уже неоднократно рассказывала в своих видео, что женщины всегда чувствуют вот мужскую энергетику, да, силу, просто вот интуитивно и тянутся. Даже вот мужской голос есть, который привлекает, а есть, который, ну, не очень привлекает мужской голос. То эти женщины обе, вот они как-то с вами так, да, вроде бы и особо не соприкасались, да, особо не общались так близко и долго и тесно. Но как-то вот вы запали им в душу. Давайте посмотрим, вот все-таки уточним, чем вы им понравились, да, вот если так вы вскользь как-то с ними пересеклись, давайте уточним. Да, вот в тот момент, я говорю, как вы пересекались, вот как-то вы были, вот знаете, как будто заняты сами своими мыслями, вы очень сильно задумались о чем-то, да, может быть, вас даже спросили о чем-то, знаете, вот как бывает, как пройти на такую-то улицу, либо же где найти магазин. Вы могли просто, вот, знаете, автоматически ответить и даже как-то не обратить внимания, потому что вы вот были именно на своем чем-то сосредоточены, на мыслях своих. Вы знаете, вот, да, вы вот познакомились там, даже это не знакомство, вот пересеклись, наверное, правильное слово будет. Там, где, да, там, где людно, может быть, там, где дети еще могут быть. И вот вы понравились именно силой, именно вот как я говорила, да, вот я уточнила, мужской силой. Я не говорю, что вот как на этой карте, да, у вас там бицепсы накачанные вы, да, нет. То есть понравились именно вот какая-то, знаете, вот мужская статура, стать вот есть, да, у каждой женщины есть свое предпочтение, кому-то один тип мужчин нравится, кому-то другой нравится, ну, то есть на вкус и цвет товарищей нет. Но именно вот вы именно статью своей, внешностью как-то покорили, да. Может быть, еще такое проигрываться, если они, допустим, и правда вас спросили что-то, вот вы, может быть, знаете, вот вежливо ответили. Ну, то есть настолько вы зацепили этих женщин. Естественно, они были в разное время. Я не говорю, что это... А то некоторые еще подумают, что вы одновременно с двумя женщинами познакомились. Нет, это было разное знакомство в разное время. С одной раньше, вернее, будет знакомство более близкое, да, когда вы уже разнакомитесь. Но сейчас мы еще до этого дойдем. Так, давайте-ка посмотрим, что же, о чем мечтает вот эта вот девушка, которая помоложе, да, вот какие у нее мысли о вас, чего она хочет. Вот она мечтательная, да. Вот она мечтательная, как я говорила, она более наивная такая. Она вот видит в чем-то еще, знаете, вот в вас отца, может быть, увидела, спонсора, да, вот. Она мечтает, ну как-то это мечты такие легкие, да. Она не мечтает о семейной жизни с вами, нет, знаете, вот. Но все-таки я так подозреваю, что скорее с этой женщиной, ну можно, ну просто там легкий роман, да, завести, вот как-то легкие отношения. На серьезные она пока не нацелена. Давайте-ка посмотрим. Вторая женщина о чем мечтает, да, вот о вас я имею в виду. Что она думает? Эта женщина более серьезная, я в принципе так и думала, да. Может быть, возраст здесь сыграл свою роль. Вот она мечтает уже о какой-то стабильности, да, вот она вас увидела, вот вы как-то в душу ей в сердце запали,
И она уже мечтает о каких-то стабильных отношениях с вами, да. Я не говорю, что прям обязательно семья. Хотя женщины, они такие, что мужчина ей смайлик прислал, грубо говоря, она уже все, и замуж вышла, и детей родила. Ну, настолько женщины мечтательные. Ну, природа вообще у женщин такая, что воображение очень сильно развито. Эта женщина вот как-то мечтает и о стабильности, и о том, что, знаете, вот ей бы хотелось, чтобы вы вот сделали к ней первый шаг, чтобы вы к ней примчались, да. Вот первое, она как-то не заморачивается, она просто мечтает, да, ну получится, то получится с вами, допустим, отношения, не получится, как-то так. Эта же женщина вторая, вот она более такая степенная, более серьезная, я бы сказала, да. Она больше переживает, она больше, посмотрите, у нас какие потрясающие карты выпали. Она именно вот на семью все-таки, да, вот выпала у нас. Все-таки она на семью и на детей ориентированная. Она будет, знаете, вот искать еще продолжение, может быть, встречи с вами. Она будет, ну, предпринимать какие-то шаги, да. Есть женщины, которые, ну, в принципе, могут даже через общих знакомых как-то узнать даже и номер телефона мужчины, и адрес там и так далее, чтобы как-то, ну, либо написать что-то, да, в соцсетях найти, допустим, либо же хотя бы тот же смайлик прислать. Вот эта вторая, которая постарше, она будет действовать, она будет более такая, вот знаете, практично романтичная, наверное, я бы ее назвала. Вот я думаю, все-таки вы тоже выберете эту женщину, потому что первая, она будет еще тоже вам попадаться, да, вот вы будете пересекаться где-то с ней вот по жизни вообще. Но она так посмотрела на вас, помечтала, ну, знаете, вот она думает, ну, раз он ничего не делает, не знакомится со мной ближе, значит, я ничего не буду. Может, я не понравилась, вот как-то так. Вторая женщина, она все-таки решила действовать, да, ну, решит, вернее, да, мы в будущее смотрим, потому что она нацелена на более серьезные отношения. Ну, а вы уже будете выбирать, с кем вам лучше, да, но я думаю, все-таки вы вот эту первую молодую вы как-то так и не отметите для себя. Да, вы будете еще пересекаться, может быть, там парой фраз переброситесь еще как-то, да. Может быть, даже это соседка ваша. У всех по-разному будет проигрываться, потому что это общий расклад. Но вторая женщина, я бы тоже вам советовала, она надежная, она домашняя, она такая, ну вот именно хорошая хозяйка, она создана именно для семьи, для семейной жизни, для того, чтобы создавать уют, тепло, вот. Знаете, вот у меня такая ассоциация с ней идет, она такая вот вся такая добрая-добрая, вот почему-то, знаете, с доброй, теплой мамой, вот она мне ассоциируется. Именно такой должна быть настоящая жена. Ну, а вы уже будете выбирать, с кем вам лучше, с кем комфортней, да, вот кто больше понравится. А может быть, у кого-то даже из вас проиграется, что вы эту молодую отметите для себя. У каждого свои предпочтения, как говорится. Вот так вот. Так что у вас есть целых две тайные поклонницы. Я думаю, совсем не за горами ваши новые отношения с кем-то из этих двоих женщин, да, кого вы выберете. Вот. Так что все у вас будет хорошо, не расстраивайтесь, все будет просто отлично в вашей жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!